Я скал-программист Даниил, всем привет! Сегодня про репетиционную базу M-Factory немножко, но не про музыку. Дело в том, что у нас есть много старых советских оконных рам, которые изредка и плохенько красятся. Их жарит солнце, поливает дождь, они гниют, разваливаются, в общем, приходит капец. Вот одна оконная рама у нас, в принципе, развалилась, можно сказать, то есть отвалилась у нее нижняя часть, отгнила деревяха и упало стекло, в итоге стекло разбилось, стекло уже все. Вот, хотели целый этот блок заменить на стеклопакет, но что-то это дорого как-то. В общем, я решил заколхозить, а поменять-то мы всегда успеем, если что. В общем, с виду это уже напоминает какие-то дрова даже, а не оконную раму. Видимо, вот эти вот места отсутствующие сожрали тараканы, когда на студии закончился сахар. Для начала хочу пройтись самой грубой 40-й наждачкой, чтобы это как-то почище все выглядело, потому что пока вообще непонятно, что с этим делать. Здесь гвоздями сколочены две деревяхи. Вот это вот бортик, ступенька или вот этот порожек как бы более-менее целый, а вот основная часть рамы, с ней вообще все плохо. Бортик, на котором держится стекло, местами вообще отсутствует. Походил я по строительным магазинам, в общем, в надежде найти какие-нибудь деревяшки с похожим профилем, чтобы как-то полностью или частично, возможно, заменить эту нижнюю часть рамы, но как бы ничего хорошего не нашел. Купил каких-то реечек, в общем, какого-то клея. Сейчас будем что-то придумывать. Хорошо бы вот эту ступеньку для стекла отломанную сделать из вот этой реечки. Но понятно, что как бы волшебным образом никак ее туда не вставишь так просто. Поэтому решил отпилить здесь довольно большой кусок. Вот сейчас его надо зашкурить и наклеивать туда деревяшек, чтобы как-то примерно восстановить форму. Дощечка побольше цепляется за такой огрызок сбоку, где был кусок, который заходит в боковую часть рамы. И я вот так вот наклею ее, сейчас присобачил там. Не знаю, удержит он ее, не удержит. Ну, вроде бы клей мощный. Если что, можно будет там шурупчиков забить или гвоздей закрутить. Ну, пока сохнет мой супер рестайлинг, нужно заняться остальной частью рамы, то есть реечки, на которых держалось стекло, все эти отколупать, тоже отшкурить все, постараться.
Ну, как-то, может быть, облагородить. В общем, убрал я все лишнее, реечки, гвоздики, вот эти вот все. Пошкурил так, не до фанатизма. Ровную поверхность я делать не буду. Это очень много времени займет. В принципе, цель сейчас не сделать там красиво, а сделать, чтобы более-менее работало. Сейчас большое желание это все покрасить грунтом, чтобы было лучше видно на самом деле, где там какие косяки. Грунт на водной основе сохнет довольно медленно, так что я его, пожалуй, погрею фенчиком. Снизу натек так хорошо, что, наверное, вообще никогда не высохнет. Я его просто салфеткой вытру. В принципе, нормально будет. Это абсолютно не важно. Так, примеряем мою суперконструкцию. Ну, естественно, в паз она не лезет, потому что, понятно, тут много чего лишнего торчит. Но это как раз не проблема. Сейчас все лишнее отпилим. Ну, вот оно уже примерно правильной формы. Но все равно в паз оно не пролезает. Думаю, если буду заталкивать, то вот эту вот боковую часть просто разорвет. Пошкурим. Ну вот, теперь отлично все заходит как надо. С другого края у нас полное отсутствие тут этой части, которая заходит в паз. Но восстанавливать я ее как бы, в принципе, не вижу смысла здесь, потому что с той стороны, там почему я это делал, все это наклеивал деревяшки, потому что там подножка для стекла, на которой держится стекло, она была обломана. Нужно было ее восстановить. А вот эти вот части, ну, все-таки, я думаю, лучше как-нибудь снаружи укрепить, там, уголками, например, металлическими. Тем более у нас все остальные окна, я посмотрел, уже на уголках захренячены. Поэтому, наверное, они и держатся. Да. Кстати, тут я тоже дунул грунтом, чтобы не так страшно выглядело. Лишнее опять же сейчас обпилим. Так, ну отпилил нормально, но вот этот большой кусок, кстати, он из елки, отлично пахнет, когда его пилишь прямо. Вот, он как-то слабо держится. Я думаю, лучше сейчас клей отодрать и приклеить заново как-то получше. Следующая проблема в том, что нижняя конструкция вот эта сейчас напоминает лук. То есть нижняя деревяха, она выгнулась. Ну и на ней вот, собственно, стекло стоит. То есть стекло, получается, оно не полностью стоит, не на всем крае. Вот, а как бы по касательной. Задний этот вот бортик, он как бы прямой, ровный, да. А вот сама рама, она выгнулась. Поэтому я ничего лучшего не придумал, как вот эту раму напополам распилить. И, ну, примерно напополам. И, собственно, прижать уже к этому порожку. Таким образом убрать вот эту щель. В общем, теперь все это склеиваем, прямо жирно так проклеиваем и ставим на струбцинки на несколько дней сохнуть. Кстати, в левом углу, где вот пустое место, я решил натолкать обрезков в деревях и на клей опять же все это захренячить. Ну и поджать струбцинкой опять же. Надо отметить, что в процессе у меня сломался клеевой пистолет. Пришлось выкинуть полбаллона клея, ну и сам пистолет, собственно. Но об этом, наверное, в следующий раз.
Сейчас это все надо оставлять сохнуть на несколько дней, видимо. Продолжение следует.